Уважаемые друзья, сердечно приветствую всех участников, организаторов и гостей сразу двух крупных совместных российско-киргизских мероприятий, стартующих сегодня. Это экономический форум и межрегиональная конференция. И, конечно, хотел бы выразить признательность президенту Киргизской республики Садыру Нургажоевичу Жапарову за его личную поддержку этих столь важных начинаний и за то внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Знаю, что на Иссык-Куле собрались более 1000 представителей России и Киргизии. Среди них главы регионов, руководители органов государственной власти, предпринимательских, академических и общественных структур, институтов развития. То есть те, кто на практике реальными делами содействует продвижению всего комплекса российско-киргизских отношений, стратегического партнерства и союзничества. И в первую очередь их экономической составляющей. Круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Это углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Кроме того, запланировано совместное заседание российско-киргизского и киргизско-российского деловых советов, а также выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил $5 миллиардов. С большой отдачей работает Российско-Киргизский фонд развития, по линии которого уже профинансировано порядка 4000 совместных проектов в самых разных секторах экономики Киргизии на общую сумму свыше $1 миллиарда. Благодаря этим средствам создан или модернизирован целый ряд заводов и предприятий. Появились новые производства и рабочие места. Значительно вырос экспортный потенциал республики. В Киргизии действует более 2000 компаний с российским капиталом. Причем речь идет не только о крупном, но и о малом и среднем бизнесе, активно вовлеченным в программы по импортозамещению и выпуску конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким российско-киргизским программам оказывает практическое содействие наша Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. Одной из важнейших отраслей нашего двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика. Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии и создании новых объектов генерации. В текущем году планируем запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке страны. Идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции. Россия и Киргизия тесно сотрудничают и в гуманитарной сфере, в образовании и науке, в культуре и спорте, по линии общественных и молодежных кругов. Крепнут связи между гражданами двух стран. Продолжаем строительство в Киргизии 9 школ с обучением на русском языке, а также кампуса Славянского университета в Бишкеке. Регулярно направляем учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы. На повестке дня открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности. В общем, перед Россией и Киргизией открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. И убежден, что действия и далее сообща по-партнерски российские и киргизские деловые круги и регионы продолжат всемирно способствовать обеспечению экономического роста наших стран и социального благополучия наших граждан. Желаю всем участникам экономического форума и межрегиональной конференции плодотворной работы, конструктивного общения, успехов и всего самого доброго. Благодарю за внимание.